Сегодня готовим плов вкусный, рассыпчатый, по-настоящему домашний, из простых доступных продуктов и без казана. Если вы искали легкий и понятный рецепт плова, то вы точно по адресу. Сначала очищаем морковь, чуть позже я покажу, как правильно ее нарезать, чтобы она идеально раскрыла вкус плова. Далее промываем, подготавливаем говядину, а также очищаем лук. Все просто, но важно для идеального результата. Кроме говядины и лука нам понадобится также куриное мясо, чеснок, длинный рис, нут и ароматные специи. Подготовим большую кастрюлю, а готовить будем на оливковом масле. Так плов получается сочным и ароматным. А как правильно, в каком порядке закладывать ингредиенты и готовить плов, покажу уже совсем скоро. Итак, морковь мы уже почистили, теперь начинаем ее нарезать длинной соломкой. Почему именно так? Потому что длинная нарезка помогает моркови быстрее отдавать свой сладкий аромат, красиво сочетается с рисом и специями, а плов получается сочным и с правильной текстурой. Пока морковь уже готова к закладке, займемся луком. Нарезаем его полукольцами, так лук равномерно отдает сладость и аромат, придает плову насыщенность и сочность. Мягкий, но яркий вкус лука раскрывает вкус каждого кусочка мяса и овощей. После лука мы подготовим нут. Сегодня я использую готовый, уже вареный нут из банки. Его удобно использовать, это экономит время. Если же вы берете сухой нут, его нужно заранее замочить на несколько часов, чтобы он стал мягким и дал нужную текстуру. Нут богат белком, он придает плову сытность и такую приятную нотку. Теперь ставим кастрюлю на огонь и наливаем оливковое масло. Масло мы не жалеем, именно с этого начинается вкусный, насыщенный плов. И сейчас я покажу, в какой последовательности мы будем все закладывать. Тут нет ничего сложного, обычные продукты, но порядок закладки в плов решает все. Кастрюля уже разогревается, важно, чтобы масло было горячим, но не дымилось, это база вкуса. Первым в кастрюлю идет лук. Не спешим, лук в плове отвечает за аромат и глубину вкуса. Пока лук пассируется, мы будем нарезать мясо. Кусочки я делаю средние, чтобы мясо осталось сочным и не потерялось в плове. Вот такое мясо у меня получилось. Без заморочек, все делаем по-домашнему. Лук, кстати, обязательно периодически помешиваем деревянной лопаточкой. Наша задача довести его до красивого золотистого цвета. Огонь держим средний. Главное, чтобы лук не подгорел, иначе весь вкус плова уйдет в горечь. Ну, а пока у нас лук пассируется, у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы выдохнуть. И самое время налить себе ароматный кофеек. Сегодня у нас простой, но очень вкусный вариант кофе и свежие круассаны. А круассаны у нас будут с начинкой. Теплые, маленькие, радости на кухне. Вообще мы любим готовить и делать вот такие паузы. Когда ничего не надо ускорять, не надо спешить, просто следить за тем, как пассируется лук, и чтобы он не подгорел, и наслаждаться вот такими приятными моментами. И, кстати, плов – это не про спешку, а про запахи, тепло на кухне, вот такие простые удовольствия. Кофе, круассаны, немножечко минут, посвященные себе. Лук у нас стал красиво золотистого цвета, и самое время добавить специю. Зира – это тот самый аромат плова. Она раскрывается в горячем масле, дает насыщенный вкус и делает плов по-настоящему домашним и узнаваемым. Добавляем совсем немного. Теперь добавляем мясо. Хорошо все перемешаем, чтобы каждый кусочек пропитался луком и ароматом зиры. Даем мясу немного обжариться, чтобы сок остался внутри, и плов получился насыщенным. Огонь держим средний, не спешим. А пока мясо с луком у нас кипит, подготавливаем рис. Рис обязательно промываем под холодной водой до прозрачности. Это очень важно для рассыпчатого плова. И дальше в кастрюлю с мясом и луком добавляем воду ровно столько, чтобы все начало активно кипеть. Теперь засыпаем нут. Аккуратно все перемешаем. Нут делает плов более сытным и добавляет приятную текстуру.
Аккуратно все перемешаем, чтобы ингредиенты распределились равномерно. Ну и дальше идет морковь. Выкладываем ее сверху ровным слоем, не перемешивая, просто распределяем по поверхности. Она отдаст свою сладость и сок, и плов получится мягким и ароматным. В серединку вставляем целую головку чеснока, заранее чистим, моем, убираем все лишнее. Чеснок будет томиться целиком и даст вкус без резкой остроты. И дальше очень важный момент – рис. Сейчас я покажу, как правильно его засыпать и распределить, чтобы плов получился рассыпчатым и вкусным. Теперь очень важный момент. Рис мы распределяем ровным слоем по всей поверхности и ни в коем случае не перемешиваем на данном этапе. Аккуратно по ложке, вот как вы видите сейчас, мы наливаем холодную воду, можно холодную кипяченую. Вода должна покрывать рис примерно на 1 сантиметр сверху, не больше и не меньше. Оставляем плов на среднем огне и просто наблюдаем. Когда он закипает, убавляем огонь на минимальный и даем ему спокойно томиться. Плов не перемешиваем. Максимум можно аккуратно ложкой отгрести рис от стенок, посмотреть, как уходит вода, и снова закрыть крышку. Под крышкой плов доходит сам. Рис впитывает воду, становится мягким, рассыпчатым и набирает весь вкус снизу. Вот это как раз тот момент, где важно терпение. Мы не трогаем, не мешаем, даем плову спокойно приготовиться. Перемешивать будем только перед подачей, когда рис уже готов. И вот тогда он получается настоящий, ароматный, рассыпчатый, насыщенный. Подаем просто и по-домашнему с помидоркой, свежей зеленью, петрушечкой и сочным луком. Вот такой плов у нас получился. Приятного аппетита! Обязательно напишите в комментариях, как вы готовите плов. Перемешиваете его или нет? Что добавляете? Какие у вас секреты? Нам очень интересно почитать и сравнить опыт.